Всем доброй ночи. Итак, продолжаем лекции «Мир мертвых». Еще раз напомню, что у нас огромное количество лекций, прямых эфиров, просто роликов с вопросами и ответами касаемо мира мертвых и смерти, традиции погребения и прочее. И ваши вопросы можете отправить Яне в будние дни или рассказы, мистические истории, связанные со встречами, да, с духами, с призраками и прочее. Немного уточню, призраки или привидения – это неупокоенные духи, которые привязаны к этому месту. Ну вот конкретно к дому какому-нибудь, к лесу, где там что-то произошло нехорошее. Обычно это души убитых людей, это души убийц. Ну, то есть души, которые либо здесь, чтобы отомстить, либо здесь, чтобы за все заплатить, и их не пускают на покой. И они становятся призраками, привидениями и привязываются к одному месту. А души людей, ушедших, они могут обитать где угодно, они могут появляться где угодно. Собственно говоря, поэтому люди иногда путают призраков, привидений и души. Призраки – это привязанные к одному месту ушедшие. Итак, ваши истории в текстовом формате отправляйте Яне в будние дни до 10 вечера, если у вас есть такие истории. Как вам помогли мои работы? В голосовом варианте можете отправить, можете текст отправить. Ну, лучше голосовой, я иногда выставляю. Тоже отправляйте в будние дни до 10 вечера. В выходные дни она занимается книгами. Сейчас у нее очень много дел. Она отправляет нашим ребятам, сами знаете. Делают они там с мужем, шьют все это. И мама у них участвует вместе. Вот, собственно говоря, я могу поучаствовать только финансово, потому что у меня нет таких навыков и возможностей. Но в любом случае я очень благодарна, что отправляют нашим ребятам на фронт очень много посылок, очень много помощи им. Все это, безусловно, отправляется, и свое отправляем, и то, что люди привозят, некоторые сами приезжают. Все это отправляется, это нужно, это наш долг. Итак, начнем. Извиняюсь. Давайте, да, с того места, где я завершила тогда вопросы. Это кофе, я в последнее время увлекаюсь, и он очень сильно сушит связки. Итак. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. Если можно, расскажите, пожалуйста, когда перекрывают крышу дома, меняют старую кровлю на новую. Можно ли перекрывать хозяевам дома? Или это должны делать рабочие? И нужно ли проводить для этого ритуал, чтобы никто не умер из живущих вот в этом доме? Никто не умрет, и в этом ничего такого нет, если вы кровлю перекрыли или заменили, если она там хилая или течет и так далее. Здесь никаких мистических вмешательств нет. Мы говорили с вами про окна, но не про кровлю. Кровлю можно менять, можно обновлять, залатать, и можно рабочим делать, и хозяевам дома. Не имеет никакого значения. В этом нет ничего такого страшного. Кстати, вот если кто не видел эту статую жнеца, жнец, который не только собирает урожай смерти,
но и срезает нить жизни тем самым серпом, который держит в руке. А сжимает он в объятиях нашу судьбу. А судьба держит в руке вот песочные часы, показывая, что у каждого свое время, и судьба каждого из них рано или поздно будет в руках смерти. Вот такой вот символичная, да, статуя. Так, на всякий объясню, потому что иногда спрашивают, что здесь конкретно. Так. Хочу задать вопрос по прямому эфиру про души и духи. Сегодня ночью во сне увидела голову черной собаки, лежащую у меня на плече. Во сне лежала на боку. Я извиняюсь, но сны здесь я не буду расшифровывать. Я не про сны говорила. Я говорила отправлять мистические рассказы. Во сне может сниться что угодно. Голова собаки – это поддержка близкого человека в нужную минуту и во время некой беды, которая ждет. Сны здесь не отправляем, пожалуйста. Так, дальше. У меня вопрос для прямого эфира. Прошу, уважаемый Ингу, ответить на мой вопрос. Дети, рожденные близнецами или двойни, чувствуют боль и радость друг друга, если один из них уходит из жизни раньше. Эта ниточка обрывается, но я бы не сказала, что обрывается. Отчасти они чувствуют даже потустороннюю свою жизнь. Есть очень много таких случаев, когда один из близнецов, когда уходит, другой все время во сне ощущает полет, другой чувствует какую-то легкость, какое-то такое состояние полета души и прочее. Это означает, что связь между близнецами настолько сильная, что живой, оставшийся на земле один из близнецов, может даже почувствовать, что ощущает его собрат или сестра в потустороннем мире. Ну, связь, какая связь? Один другого не заберет туда. Это редкий случай, но такого нет. Каждый проживает свою жизнь, у каждого своя душа. Но сильная связь может остаться и после смерти. И они могут друг друга предупреждать, помогать. Самое главное, чтобы один из близнецов не мешал жизни другому человеку. Потому что, сами понимаете, очень сильная схожесть человека. Во-первых, он вызывает ностальгию у тех, кто его любил. Во-вторых, если у них была очень близкая связь, иногда близнецы женятся на сестрах-близняшках. И такое есть. Иногда душа близнеца может ревновать. Может не дать человеку создать семью и так далее. Потому что у них предпочтения бывают одинаковые. Иногда они любят одну и ту же женщину. Даже такое часто бывает. И вот эта ревность может присутствовать. Если такое происходит, нужно отсечь его, конечно. Если не происходит, то это нормально. Так, здравствуйте, Яна. Я хотела бы задать вопрос Инге о загробном мире. У меня был парень по имени Сергей. Он был связан с криминалом, умер 4 или 5 лет назад. Но он был всегда добрым. Или 4,5 года назад, да. По отношению к детям, к женщинам за меня тоже всегда заступался. 3 года назад я попала в плохую историю. Могла лишиться машины, может, квартиры и даже жизни. Я плакала, смотрела его фотографии и просила помощи. На следующий день я случайно познакомилась с мужчиной по имени Сергей. Он мне рассказал, что у него первая жена разбилась беременной на машине. Она была как 2 капли воды, похожа на меня. Через чеченцев он смог разрулить мою ситуацию. И мой Сергей по отцу был чеченец. А мой Сергей по отцу был чеченец, да. Я иногда зажигаю свечу и мысленно прошу помощи. Если он по отцу был чеченец, значит, он был чеченец по крови.
потому что национальность определяется по отцу. Ну ладно, дальше. Я иногда зажигаю свечу, мысленно прошу помощи, при этом чувствую мурашки по руке, как будто он меня по ней гладит. И я хотела бы узнать, не может ли мне эта связь как-то навредить, потому что личная жизнь у меня до сих пор нормально не сложилась, хотя недостатка мужчин у меня нет. Но по Сергею я не плачу, не убиваюсь, просто с благодарностью его вспоминаю. Мой парень погиб мгновенно в автокатастрофе в начале 2000-х годов в одной из центральноазиатских городов. Я была по учебе в Европе, не успела на его похороны, так как у них очень быстро хоронят. Я ничего не поняла. Если он умер 4-5 лет назад, как он мог в 2000-м разбиться? Или это другая смерть? Ну ладно. Когда я приехала и каждый день посещала его могилу, я не чувствовала его присутствия. Но в один день, думаю, через пару дней после первого визита его могилы, я как-то осталась одна в доме, и все его родственники были в огороде и пару шагов от меня. И тут я внезапно почувствовала присутствие моего любимого парня в комнате. Так близко ко мне, и через секунду чувствовала, что меня как будто через стену проник. Вот так. Я хотела спросить, это ты? Но он, вернее, его присутствие мгновенно исчезло. Я многие годы не могла акцентировать его уход, и со временем пришлось из-за давления родственников обратить внимание на других молодых людей. Встретила очень образованных, состоявшихся молодых людей, никак не получается создать счастливые отношения. И так далее, и так далее. Как нам отпустить друг друга? Вы никак не отпустите друг друга. Я вам объясню, почему. Есть такое понятие «роковая любовь». Откройте, посмотрите мою лекцию, и вам все станет понятно. Роковая любовь – это когда люди любили друг друга еще до того, как прийти в этот мир и родиться здесь, потому что там есть мир духов, там живут, это неправильно звучит, там существуют тоже люди, есть, то есть жизнь, просто они существуют в таком духовном плане. И они рождаются, приходят в этот мир в одно и то же время, и это называется роковая любовь. Вам нужно понять, что такого, как он, больше не будет. Вы ищете похожего на него. Не будет такого, как он. И вы должны понять, что каждая любовь, она по-своему прекрасна. И не обязательно так любить, как вы его любили. Вы можете любить человека как друга, как родного, близкого человека, да, который с вами рядом и помогает вам в трудной ситуации. Вообще, ваш друг. Эту связь оборвать невозможно. Вы ищете его во всех других мужчинах, вы хотите найти ему замену. Замены не будет, вам не надо искать замену. Вы должны искать человека, который будет вам другом. И, как бы сказать, не оглядываться на прошлое. Если вы будете его черты характера искать в другом мужчине, извиняюсь, вы никогда не найдете никого. Такая связь, она не обрывается. Его оборвать невозможно. Либо вы должны соглашаться на нечто меньшее, либо вы должны остаться одни, просто родить ребенка. И такое бывает. Я знаю женщин, которые так и не смогли найти никого и не захотели. Просто, как бы скажем, имели такую недолговечную связь, чтобы забеременеть, родить ребенка, и дальше живут одни. Они не соглашаются на меньшее. Им нужен именно такой, а если такого нет, значит, они хотят жить для себя. И вообще, кто сказал, что в этом мире каждая женщина обязательно... что обязательно должна выйти замуж, обязательно у нее кто-то должен быть. Приходит какой-то момент в жизни, когда она понимает, что я просто хочу жить, радоваться жизни. Я больше не хочу страдать по поводу того, где мое женское счастье. Женское счастье – это что вы есть, что вы оставите след в этом мире,
Хотите родить ребенка, сейчас даже мужчина для этого не нужен. Сейчас есть клиники для этого, даже такое есть уже. То есть не загонять себя в какие-то рамки, что обязательно вы должны выйти замуж, обязательно у вас должен быть мужчина. Вы можете не выходить замуж, можете жить для себя, можете родить ребенка для себя. А такая связь не обрывается. Есть понятие роковая любовь. Она может встретиться и в 20 лет, и в 30, и в 40, и в 50. Но это роковая любовь, и после него у вас, не будет такой любви, таких чувств. Не ищите эти чувства, подобные чувства. Соглашайтесь на другие чувства, тогда уже будет по-другому. Я извиняюсь, у нас тут внизу очень сильно храпит Зена. Как дед старый. Так, вопрос о душе и о загробном мире. Добрый день, Яна. Здравствуйте, Инга. Не так давно от матери узнала, когда мама узнала, что я забеременела, узнала, что она забеременела мной, уехала в другой город, соответственно, род отца обо мне ничего не знали. Вопрос, когда я обращаюсь за помощью к своему роду, то род отца помогает мне или нет? Не обязательно, чтобы род отца это знал. Предки вашего отца оттуда прекрасно видят, кто продолжитель их рода. Кровь не обманешь, генетику не обманешь. Конечно, они слышат. Конечно, это ваш род. И ваша мама сделала, конечно же, неправильный шаг, что не сказала. Может быть, ваш отец был бы рад. Кто его знает? Иногда женщины принимают самолично какие-то решения, не спрашивая мнения со стороны, не советуясь, считают, что они правильно поступили. На самом деле они поступают эгоистично. Она лишила вас отца, а его лишила возможности узнать, что у него есть дочь. Может быть, он бы и позаботился. Пускай бы, может, они не поженились бы, но вы могли бы съездить, видеть отца, свою бабушку, да и вообще семью вашего отца. Почему бы нет? Не факт, что они были бы не рады. Но она самолично приняла решение за вас и за себя. Вот. Слышат, конечно. Здравствуйте, уважаемая Яна. Я по поводу прямого эфира о душе. Моя мама умерла в 2016 году. Через год ставили памятник на могиле. Заказали на фирме мраморный памятник с фотографией и обговорили день установки. Когда приехала посмотреть, как установили памятник, у меня случился шок. Огромное центральное городское кладбище, все памятники с фотографией умерших людей смотрят в одном направлении. Только памятник моей мамы установлен наоборот, повернут на 180 градусов. И получается, что все могилы неправильно написал. И фото умерших смотрят в одну сторону, а мамы плита с фото смотрит наоборот. Скажите, пожалуйста, что хотела сказать душа мамы из мертвого мира? Очень буду благодарна, если получу от вас ответ. Душа вашей мамы ничего не хотела сказать, а вот рабочие хотели сказать, что они не профессионалы. Они просто не посмотрели, как на этом кладбище традиционно ставится надгробие, и повернули совершенно в обратную сторону. Ведь ваша мама же не сама повернула этот камень не в ту сторону или фотографию не так закрепила. Просто так получилось. Рабочие так, так установили. Не стали смотреть, не стали особо стараться, чтобы оно соответствовало общему фону всего кладбища. Вот и все. Здесь дело совершенно не вашей матери. Не ищите мистику во всем. Не во всем есть мистика. Иногда в доме треск стен и так далее говорит не о том, что духи ходят, а о том, что дом оседает. И каждый дом садится лет 10-15, он может оседать. Вот и все. Вот и весь сказ. Здесь мистики нет. Тут говорить не о чем. Здравствуйте, Яна. Очень хочется задать вопрос уважаемой Инге на тему о душе. Совсем недавно, 5 мая, умер мой папа. Ему было 65 лет. Ничего не предвещало беды. Его просто положили в больницу с небольшими отеками.
И там он внезапно умер. От вскрытия мы отказались, в заключении написали сердечная недостаточность. Вопрос такой, смерть это неизбежность, это уже предначертано, так и должно случиться, ли врачебная ошибка, или не вовремя оказанная помощь имеет место быть. Мама теперь ругает себя, что согласилась на эту госпитализацию, винит себя в смерти папы. Значит, еще когда папу хоронили, то бабушки-соседки сказали, что надо положить в гроб мелочь. А эти бабушки-соседки везде это говорят и поганят всю вашу жизнь. Я вытащила из кармана, положила горсть мелочи. Правильно ли я сделала? Нет, неправильно. Навредит ли это душе моего папы или мне? Или нельзя ли это делать? Вообще, я не понимаю, откуда это дебильная, извиняюсь, идиотская традиция. Кто вам вообще это сказал? У каких-то непонятных племен вы узнали, что надо мелочь положить в гроб, тогда в семье всегда будут деньги. Вот я уже который раз это слышу, и после этого деньги просто вот так вот закрываются. Если у вас были сбережения, они ушли в никуда. Если у вас были какие-то планы, или если вы открыли свое дело, все это к чертовой матери катится в непонятно куда. И такое потом снять очень тяжело. Это, понимаете, это на весь род накладывается безденежье. Значит, там мертвый мир, некромир. Все, что вы туда оставляете, кладете, фотографии некоторые кладут с мертвыми, чтобы он там не скучал. Одна умная женщина перед смертью попросила ребенку, значит, нарисовать ручку, положить с ней, чтобы она там не скучала. Потом ребенок прыгнул с окна ни с того ни с сего. Ваши родные близкие вам не навредят. Но дело в том, что существует энергия смерти, энергетика смерти, понимаете? Мертвый мир. Вот вы деньги положили, все, денежная энергия, денежный эгрегор вашей семьи умер. Вместе с вашим папой. Я не понимаю, кто вообще такую традицию придумал. И постоянно мне это вот приходят люди, и я говорю, вы ничего не делали, какую-то там деньги где-то оставить на кладбище? Вот, да, вот мы с мамой, с папой, не знаю, соседи сказали, надо сыпать туда мелочь, и все будет хорошо. Безумие какое. Вы задумайтесь просто на секунду, правда. Вы боитесь жутко вообще всего, что касается смерти, чтобы там ваш волос не упал, чтобы там ваши вещи не было вашей, чтобы в своей одежде никого не хоронить, потому что понимаете, что это к смерти. Но зато свои деньги отдавать миру мертвых и останавливать денежный поток вы все рады. Это первое. Во-вторых, никогда не надо винить себя в смерти человека, потому что уйти человеку или остаться определяют боги, а не мы. Смерть, знаете как, есть срок смерти у человека, но для чего существует медицина, для чего существует УЗИ, для чего существует предсказание? Если судьба считает, что может отсрочить смерть человека, то дает шанс. Отвозят в больницу, успевают. Или человек смотрит вашу судьбу, говорит, что у вас вот предназначен, то есть впереди катастрофа, и надо себя отчитать, чтобы этой катастрофы не было, и так далее. Разные варианты. Но судьба всегда дает шанс, возможность, если есть возможность продлить, если человек своими поступками или их родители, или предки попросили, заступили за этого человека, он должен был уйти, но попросили продлить его жизнь. Не зря же, например, мертвые родственники, да, приходят, когда человек между жизнью и смертью вот в кому впадает или в обмороке, или во время очень сложной операции говорит, я видела там бабушку, дедушку, разозлились, сказали, иди отсюда, тебе еще рано и так далее. Если предки сильны, если род человека сильный, и если подходит момент, у человека есть несколько дат смерти. Вот подходит эта дата, предупреждают. Если человек принял меры, он останется в живых. Вот для чего предчувствие? Если это неизбежность, для чего тогда людям дают предчувствия? Сны, предвещают это все, предсказывают это все. Для чего это все? Если это неизбежность, тогда
извиняюсь, тогда ничего не должно показывать о том, что скоро может наступить смерть. Ну, человек просто упадет и умрет. А ведь так не бывает. Ему плохо, его возят на скорой, спасают. Есть несколько дат смерти. Понимаете, как вам объяснить? Вот человек, Вселенная смотрит, вот человек устал, он плохо живет, у него ничего не получается, думает, может быть, забрать эту душу, зачем он просто так живет на этой земле, мучается. Подходит время, начинаются сны, начинаются подсказки извне, начинается предчувствие у родных, близких. Ему становится плохо, какой-то приступ случается, его отвозят в больницу. И вдруг вот он вылечился, его спасли, или отчитали его, или он понял и резко поменял свою жизнь, например, бросил пить, курить или еще что-нибудь, да. Все, а тут посмотрели, да, человек вроде хочет дальше жить. Давай продлим, дадим еще, посмотрим, что там еще он сделает на этой земле. Может, еще что-нибудь сможет сделать. Может быть, рано забрать, пусть еще поживет. Несколько есть дат смерти. И каждый раз, когда эта дата приближается, вот у каждого из вас это было, предчувствие, я скоро умру. У меня такое чувство, что я уйду. Я ничего не хочу. У меня все уже... ничего не хочется. Вроде я уже все в жизни сделала. Ради кого я вообще живу? Это не только депрессивные какие-то мысли. Это подходит ваш срок. И если человек себя встряхнул, взял себя в руки и поменял свою жизнь резко, или после аварии какой-то серьезной, страшной, он понял, что так, все, за рулем пить нафиг. Мне сделали предупреждение, я должен это понять, и больше этого. Когда человек говорит, вот меня предупредили, да, меня спасли, мне дали шанс, второе рождение. Это не просто так сказано, это реальность. Это подсознательно ему действительно говорят, у тебя второй шанс, смотри, больше так не делай. Или тебе дали возможность поменять свою жизнь. Ты родился заново, у тебя еще одно, то есть еще один день рождения у тебя, второе рождение твое. Знай это, тебе шанс дали. Это говорит о том, что эта неизбежность заранее нам предсказывают, подсказывают, говорят. Ради справедливости Вселенная всегда подсказывает. Как только подходит этот момент, мы это чувствуем, или наши родные и близкие. Если мы ничего не сделали для того, чтобы это избежать, то, значит, ты не ценишь эту жизнь. Значит, действительно пойдем отсюда, что ты тут потерял. Это первое. Значит, если врачи допустили ошибку, невзирая на то, что, может быть, не вовремя вы, может, опасность вы не так поняли, все равно с них это не снимает ответственности. Даже если у человека время смерти подходит, и ему всячески предупреждают, сколько было такое, когда, например, перед нападением маньяка, серийника, мать говорит, ой, что-то мне неспокойно, не ходи сегодня никуда. Или будь осторожна, пожалуйста, мне неспокойно. Или сны какие-то страшные приходят. Всегда человек перед нападением, перед убийством, наверняка, 100% у всех родители предупреждали, какое-то было предчувствие, что-то не очень. Да, человек сам не хотел идти, как-то себя заставил идти, 100 раз пожалел. Понимаете, предчувствиям надо доверять. Это голос твоего страшника, который напрямую не может тебе сказать, не ходи туда, хотя иногда даже так говорит. А приходит через сны, через подсказки какие-то подсознательно и останавливает, тормозит тебя. Но если ты прямо игнорируешь все, значит, твое время пришло. Но даже если человек сигнорировал все эти сигналы и пошел через лес ночью, и маньяк его убил, это не говорит о том, что с маньяка снимается ответственность, что он святой человек, что он просто выполнил функцию, просто забрал жизнь этого человека. Нет. Понимаете меня, да, о чем я говорю? Это не снимает ответственности с врачей, если они не проследили. Но хочу вам сказать, чтобы вам легче стало. Я все-таки вижу, что у вашего отца была патология. Просто вы не особо, не всерьез это воспринимали, и он тоже.
Здесь вот вины врачей я не вижу. Маленькая отечность, это вам так кажется, что, ну, незначительный отек был какой-то. Но внутри, в организме вы не знаете, что происходит. Иногда человек может упасть, удариться головой, встать, пойти дальше, весь день работать, делами заниматься, прийти домой. Вот незначительно просто ударился. Ничего страшного, даже синяка нет. А ночью умрет. И вскрытие покажет, что у человека внутричерепное просто такое было, ну, и давление поднялось, удар был такой силой, что, ну, несовместимо просто с жизнью. Но это просто пришло, как бы сказать, внезапно. Вот поэтому после аварии, когда человек встает, говорит, у меня все хорошо, я домой иду, его не пускают. Потому что он в шоковом состоянии, может даже не понять, какой сильный урон он нанес своему организму. Может пойти домой и умереть, понимаете? И зная это, врачи не пускают, пока не проверят. Ну, если это добросовестные врачи. Так что то, что у него незначительный отек был лица или руки, или вообще тела, это не говорит о том, что внутри его организма тоже было так незначительно. Очень может быть, что, понимаете, внезапно такая смерть, особенно сердечная, там приступ, да, сердце остановилось. Скорее всего, это было не раз. Просто мы, люди, так устроены, прям до последнего тянем, сегодня-завтра, потом пойду, а потом, когда идем, уже все, поезд ушел. И время потеряно настолько, что здесь я не вижу вины врачей. Здесь просто человек терпел долго. Он у вас очень терпеливый человек, не любил жаловаться на болезнь, на все такое, поэтому тянул до последнего. Незначительный отек на лице был очень значительный внутри. Так что это его уход. Это его оплошность. Он чувствовал, но он тянул с этим. Себя винить не нужно. И врачей тоже в этом случае не вините. Тут нет их вины на самом деле. Так. А то, что вы монету бросили, вы остановили денежную силу, денежную энергию. Устала говорить об этой глупости, что никогда не делайте такие вещи, которые... Некоторые вообще берут могильную землю во время похорон, сыпят, значит, за воротник, это за шиворот туда, чтобы ты не боялась покойников. Безумие какое-то. Еще в трусы себе насыпьте. Так, для пущей. Ужасно, конечно. Я не понимаю, откуда путы от мертвого берут, ноги лечат. Знаете, сколько таких случаев, когда гангреной заканчивается? Я не понимаю людей. Вот где-нибудь они услышали, знаете, и проверяйте все, прежде чем делать. Дальше. Яна, добрый вечер. Хочу задать вопрос о смерти по прямому эфиру. Ну, это тогда были прямые эфиры. Так случилось, что я живу одна, и так, видимо, будет до конца. Я простая женщина, после себя наследия не оставлю. Детей нет, чтобы вспомнили или ставили свечи. Короче, вопрос такой, что мне делать сейчас на земле, чтобы потом моей душе было легче, спокойнее, теплее, помимо заботы о животных на улице. Надеюсь, смысл понятно изложила, хотела коротко. Спасибо большое. А кто вам сказал, что если у вас нету детей или близких, то вы след в этом мире не оставите? Я знаю много людей, у которых есть дети, а стакан воды перед смертью им некому принести. И никто их не помнит после смерти. И свечку не ставит, и вообще не вспоминает. И первым делом бегут продавать имущество этого человека, деньги там делят, бриллианты и так далее. Понимаете? Каждый человек оставляет след в этом мире. Помнят знаменитых людей. Людей обычных помнят. Ну, дети, внуки, ну, правнуки, ну, праправнуки. Что там какая-то вот бабушка Евдокия у нас была там в каком-то поколении. Все. Если человек оставил свой генетический код в этом мире, то есть родил детей, в любом случае сделают они хорошие
душе этого человека идет эта благодать, да, эта энергия добра. Сделают плохое, душе человека идет плохое. Вот поэтому говорят, что твоих предков не позорь, или там во имя наших предков, во имя памяти наших дедов и отцов. Это все отсюда пришло. Это архетипы. То есть это то, что мы произносим непроизвольно, не понимая, почему мы это делаем, говорим. Это у нас заложено в голове. Вот приходит ребенок такой краснощекий, целуем, обнимаем, хочется что-нибудь подарить. Архетип. Он нам доставляет удовольствие, нам приятно. То есть ребенок дал нам эстетическое удовольствие. И нам хочется как-то это отметить, отплатить. Или человек в другой стране говорит на твоем языке, подходит, вот говорит хорошо на твоем языке. И, ну, предположим, ты что-то продаешь, у тебя магазин, да, и вот он пришел и поговорил с тобой, будучи совершенно далеким от твоей культуры и генетики, человек поговорил на твоем языке чисто. И тебе так стало приятно, и он говорит, я просто ваш язык изучаю, историю, мне очень, очень интересно, вот, интересен ваш народ, и я просто вот выучил ваш язык. И вы первым делом, что вы делаете? Вы хотите что-то ему подарить. Вы хотите ему сделать приятное. Это архетип. Вы его награждаете за то, что он вот так хорошо относится к вашему народу и к вам. То есть имеется в виду, что вот бесследно, да, ничего не исчезает. Если делают хорошее, приходит к нашей памяти, вот к нашим предкам, добрая энергия. Вот меня благодарят и говорят, спасибо вашей бабушке, вашим предкам. Я помогаю человеку, вот у человека там сын на войне, он вернулся живой, здоровый, она меня благодарит и говорит, спасибо, что вот вашим предкам, что вы есть. Вот эти вот за добрые дела мои идет энергия моим бабушкам, дедушкам, то есть моему роду. Каждый человек прославляет или осрамляет свой род, своих предков. Когда говорят, кто родил такого вот нелюдя, как он. Правда? Мы же так говорим. Или спасибо его матери за воспитание такого сына и так далее. То есть в этом случае я понимаю вас, вы хотите сказать, кто будет меня помнить, я не оставляю свой генетический код. Я чувствую здесь в этом вопросе некую озлобленность, боль душевную. Я понимаю, что вам больно, что ваша жизнь не удалась, как вам кажется. Но я хочу вам объяснить. Друзья мои, не загоняйте себя в рамки. Не каждый человек в этот мир приходит, чтобы родить детей, там, построить дом, посадить дерево. Есть люди, которые приходят хотя бы помочь животным. Вы говорите, я помогаю животным. А теперь я вам скажу. Человек, даже если не оставляет потомство, и вообще никого нету, кто бы его помнил, но он делает добрые дела, о нем останется след и память в этом мире, и его душа тоже будет получать энергию. Те животные, которых вы спасли, у них же будут потомства. И ведь Вселенная запоминает, кто, благодаря кому эти живые существа продолжают свой род. У них же тоже есть род. Наши собаки, кошки же до нас дошли, тоже не с воздуха упали. У них тоже есть предки, правда? Кто-то когда-то кормил, не знаю, далекого предка моей кошки. Не дал умереть. Та родила котят. Вот до меня дошла вот моя Гися. Я ее люблю. Но то, что она у меня живет и есть, что продолжение такой породы, пусть беспородной, неважно, вот такого типа кошки до меня дошло, это благодаря тому человеку, который, может, 200-300 лет назад прабабушке моей кошки дал там кусочек хлеба, не дал умереть. И вот эта вот энергия идет тому человеку, его душе. Теперь вы помогаете животным. У них будут потомки. И Вселенная будет оттуда отдавать вам энергию. Благодарность за то, что вы не дали умереть. Много молодых мужчин погибает сейчас, не дав свое потомство. И что? Они ушли без следа, и о них не будет памяти? Нет. Они ведь спасли чей-то род. Они спасли детей, женщин, да, молодых девушек, которые завтра родят, станут матерями. Они родят детей, станут матерями, потом станут бабушками, потом прабабушками. У них будет род. Вот смотрите, спасенная жизнь одного ребенка ценой жизни одного солдата. Вот он погиб, ему там 20 лет.
Может, была невеста, но они не поженились. Нет детей, потомства нет. Что происходит? Вот он спас этого ребенка. Это мальчик или девочка, неважно. Этот ребенок создаст семью, родит, двоих детей. Его 2 детей родят еще по 2 детей. Те еще по 2. Через 100-150 лет это население одного маленького села. Этот солдат спас 300-400 человек. Не одного человека, 300-400. От силы. Это первые века только считаю. Да? Дальше, конечно, больше. И каждый ребенок, рожденный в этой семье, каждая радость, каждое достижение отчасти идет эта энергия этому солдату, его душе, потому что это благодаря ему эти спасенные жизни есть на земле. Понимаете? Не думайте, что след от человека – это только его дети. Нет. И еще раз нет. Мы знаем многих великих людей, бездетных, которые ушли. Или у них дети погибли, или не оставили потомство и так далее. Их имя осталось. Я выхожу и смотрю. Рядом с нами посадили маленький лес. Сейчас такой еловый. Он был, но был там сосновый лес. Из-за газа, в общем, пришлось этот лес вырубить. Очень жаль. Давно было. Лет через 10-15 там будет еловый лес. Мы же не знаем, кто посадил. Петя, Вася, Марина, Кристина, Оксана, Максим и так далее. Но этот лес будет жить. И каждый раз, глядя на этот лес, и благодаря, благодарив людей, которые это посадили, какая-то энергия идет их душе. Вселенная все запоминает, все записывает. Это вы не знаете. А там все записано. Кто что сделал, кто собачку спас, кто, не знаю, муравейник не дал сжечь, кто кому помог, там, толкнул машину, а люди могли остаться ночью там на улице, кто кому кусок хлеба принес, кто денег одолжил, когда человек голодал вместе с детьми и так далее. Все запоминается. И если ты помогаешь человеку не голодать, его детям, через некоторое время этот человек устраивается на работу, его дети растут, у них свои дети появляются. Энергия оттуда, из этого рода, определенно каждый раз будет приходить к тебе, потому что ты делаешь доброе дело. Почему я говорю, что добрые дела, они никуда не исчезают. Человек, даже если не помнит, Вселенная там все записала. И в вашей душе все равно будет приходить эта энергия. Будут вас прям вспоминать по имени, отчеству или нет, неважно, вы свой след в этом мире оставляете, если вы что-то делаете. Конечно, если человек пришел в этот мир, никому ничего хорошего не сделал, только для себя жил, и абсолютно никто даже не помнит вообще, этот человек был на этой земле, какой был толк от него, естественно, его душе эта энергия не пойдет. Но если вы делаете добрые дела, вы говорите, заботы животных на улице, это тоже очень доброе дело. Их род продолжается. Благодаря вам через 200-300 лет у кого-то появится собака от той собаки, которую вы сегодня спасаете на улице. Понимаете меня? Так что не думайте об этом и не загоняйте себя в рамки. И не чувствуйте себя ущербно или бесполезно из-за того, что у вас семьи нет. Не в этом только счастье. Это люди придумали определенный стереотип, что обязательно должна быть семья, муж и так далее. Только тогда есть счастье на земле. Счастье на земле, чтобы вы вообще пришли в этот мир и увидели этот мир. И поучаствовали в чем-то. Пожили и ушли. Это уже счастье. Так, дальше продолжаем. Добрый день, уважаемые Инга и Яна. У меня есть вопрос по теме потустороннего мира. В моей жизни было много смертей близких людей. Сначала умерла в 20 лет сестра родная. Она часто приходила ко мне во сне с моим лицом, всегда ругала меня. Я говорила, ты должна жить. У меня были мысли уйти из жизни. Потом умер младший брат через 10 лет. Эту смерть я перенесла очень тяжело. Хоронили его очень далеко. И нужно было перевозить гроб. 5 часов в газели закрытой. Я сидела все 5 часов с гробом в темноте. Но мне не было страшно. Когда похоронила его, сразу попала в больницу. Было 3 дня между жизнью и смертью. После этого моя жизнь изменилась не в лучшую сторону. Но после этого я иногда вижу людей мертвых.
Никого не вызываю. Был случай в моей жизни, ходила в гости и увидела парня. Я его не знала. Смотрю, рядом девушка, с ним на руке татуировка в виде розы. И она все время садилась на корточки и говорила: устала я. И я говорю этому парню: девушка твоя устала. Что тут началось? Это была его жена, она умерла, правда, еще года не было. Совпадение было 100%. Я даже описала ее. Хочу задать вопрос, почему я ее видела. Сейчас я просто молчу, если кого-то вижу. Спасибо за помощь. Вот смотрите, я об этом уже говорила, еще раз скажу. Во-первых, то, что столько смертей у вас в роду, желание суицида, и наверняка еще кто-то когда-то повесился или что-то сделал с собой. Это не есть хорошо. Друг за другом уходящие молодые смерти, это говорит о родовом проклятии. О вырождении рода, это знаете. Следующее. Есть люди, у которых, вот смотрите, люди рождаются с ширмой. Она закрыта. То есть закрывает нас от мира мертвых, чтобы мы спокойно жили. Потому что мы не можем идти там чай пить, видим, там какая-то тетка с окровавленным лицом прошлась, кто-то рядом пошел, повесился. Может быть, в этом месте, где я сейчас живу, да, может быть, 200-300 лет назад была битва, здесь валялись тела, кто его знает. И если я это все буду постоянно видеть, жизни не будет. Я видела это в детстве, я видела это в юности, я видела это в молодости, а потом я научилась это закрывать и открывать. Вижу, когда нужно, не вижу, когда не хочу. Хотя иногда, конечно, приходят без моего желания. Но мы рождаемся изначально с этой ширмой, и это правильно. Обычному человеку мир мертвых видеть ни к чему. Если я их вижу или вызываю, и они приходят и мысленно, подсознательно мне дают какие-то подсказки, это нужно для моей работы. Это работа у меня такая, ремесло мое такое, понимаете? А когда вам просто приходят, вам это не нужно. То есть мир мертвых просто приходит, потому что в роду были столько смертей, потому что род слабый, потому что защита ваша слабая, поэтому они просачиваются через эту защиту. Это нехорошо. Это ни о чем хорошем не говорит. Кроме того, мертвые души, они забирают энергию жизни у живых. Благодаря этому они могут проявить себя, потому что они берут вашу энергию. И, естественно, ваша жизнь не удается. Вы выжатая, вы начинаете болеть, потому что мертвая энергия, она очень опасна. Это все равно как на кладбище жить, понимаете, переночевать там. Так что такое нужно закрывать. Это имеет разные причины. Слабая защита у ребенка, проклятие есть в роду, так, поэтому не защищают рожденных в этом роду от мира мертвых, и этот портал постоянно открытый, то есть и они просто питаются вашей энергией, и тем самым еще и показываются вам. Это не есть хорошо. Вы этим никому не помогаете, вы этим никому ничего полезного не делаете, вы просто их, если видите иногда, это значит, у вас слабая защита, вас не закрывают от них. И они приходят, питаются вашей энергией и вам являются. Это бесполезное видение, которое ничего, кроме проблем, вам не дает. Одно дело, когда вы работаете в этой сфере, когда вы ведьма, и вы призываете кого-то или видите кого-то через этого духа или душу, что-то, полезное делаете для себя, вот вам это нужно, вы увидели, вам подсказали. Подсказки получаете, это другое. А когда просто приходят, я вам уже говорю, уже столько смертей в роду, уже говорит о том, что род ослабел, и у него нет защиты. Это незащищенность. Это говорит о незащищенности, и это очень опасно. Такое нужно закрывать. Оно ни к чему вам, оно вам не нужно.
Кто-то, может, мечтает их видеть, просто они их не видели, поэтому мечтают. Если начнут видеть, очень сильно пожалеют о том, что вообще об этом мечтали. Закрыть вам нужно это. С этим жить нельзя. Это вам не нужно. Это вам мешает жить. Да, мертвые могут прийти. Если у вас слабая защита и слабая ширма, оно может вам показаться. Но а зачем вам это нужно? К чему? Что это вам даст? Ничего. Итак, пойдемте далее. Если можно, еще вопрос к вечернему эфиру написать. Если выбрать душу великого человека для покровительства, которого сейчас нет на земле, правильно ли будет подношение на подоконник, водка, хлеб, благодарность, периодически обновляя? Как общаться можно про себя или как правильно это все делать? Благодарю. Вот к Александру Македонскому хочу ставить подношение. В ролике про деньги говорила о покровительстве великой души. Я не давала еще, по-моему, такой ритуал. Или давала, я сейчас не помню. Мне надо посмотреть. У меня очень много работ. Я давала покровительство Екатерины Великой, если помните. Если я дала такой ритуал, я объяснила, как это надо делать и какие моменты можно к ним обращаться. Покровительство великой души. Даже вот сейчас при вас вот наберу, посмотрю, есть ли такое вообще. Я не помню. Понимаете, у меня столько работ. Может, похожее что-то, может, и давала. Но покровительство, да? Сейчас наберем. Угу. Так. Души. Сейчас посмотрим. Я хотела дать, но я не помню, я дала этот ритуал или нет. Если дала, как-нибудь подскажите, скиньте ссылку. Но там должно быть все объяснено. Хотела, вот дала или нет, не помню. Столько было, знаете, работ, что я иногда и забываю. Могу и по второму разу не одно и то же загрузить, но похожий ритуал. 22 тысячи работ. Это не шутки, правда? За последние 6-7 лет всего лишь я это все сняла. Потому что вначале я показала все свои архивы, мы их издали. Потом новые работы были. И вот сейчас уже я запуталась, что я дала, а что хотела и забыла. Некоторые работы мне иногда Яна напоминает. Я говорю, а по-моему, я это снимала. Она, нет, не снимали, вы просто сказали, что надо снять. Вот. Так что уж извините меня, пожалуйста, потому что за такое короткое время столько работ подарить, мне кажется, любой запутается слегка. Если есть такая работа, если я уже давала, не надо посмотреть, я хотела это дать, то там объяснено. Если нет, то самостоятельно ничего не трогайте, пожалуйста. Здравствуйте, дорогая Яна. Я пишу по поводу эфира и уважаемые Инги о душе, духах и о потустороннем мире. Хотелось бы узнать о том, что если в наш мир приходит душа, то у нее обязательно есть потенциал, чтобы справиться с трудностями, которые перед ней предстанут, или нет так? Так. Каждая душа приходит с определенной своей миссией. Если вам сказали перед тем, как вы придете сюда, или вам дали вот такое предназначение, что ты будешь врачом. Ты должна быть врачом, лечить людей. Вы, когда приходите в этот мир, вам дают энергию, силы, вам дают учителей, вам дают возможности, вам открывают дороги для того, чтобы вы выполнили свою миссию. Если человеку сказали, ты будешь преступным авторитетом, ты будешь бандитом, вот твоя миссия. Будешь решать споры, устранять людей, которых надо, которых мы хотим, чтобы устранили с этого мира. Ну, так грубо говоря. Значит, этому человеку дадут покровители, помощь, возможность. Все это осуществить, хоть это и преступно. Если тебе сказали, что ты ведьма, и придешь, и будешь ведьмой в этом мире, значит, тебе дадут
тех наставников, которые нужно. Значит, ты родишься в семье ведьм. Значит, тебе дадут эту силу. Значит, подсознательно будут помогать, вести, говорить, защищать, учить и приведут туда, куда надо. Если ты должен стать архитектором, ну, значит, тебе откроют дороги для того, чтобы эта энергия, та самая, ну, то есть энергия жизни, знания, учителей, наставников, даже враги не просто так даются нам. Это тоже один из конов мироздания, да, закон. За чем-то таким, ну, неоспоримым кон есть. Неоспоримый, это закон. Кон мироздания. Даже враги даются не просто так нам. Враги даются нам тогда, когда мы соответствуем своему положению. Если у тебя нет врагов, значит, и никто и звать тебя никак, как правило. Все это дается для того, чтобы человек выполнил ту функцию, которая на него наложена. И если человек, видя это все, понимая это все равно ничего не хочет и не делает, то вот, ну, он не выполняет свою функцию, его забирают. Я вам скажу, если к 40 годам человек ничего не добился, вот есть несколько аспектов. Семья, карьера, да, ну и, собственно, свой след в истории, что он там сделал. Или семью создал, или карьеру создал, или еще что-нибудь сделал. Нет семьи, ничего страшного, не каждый обязанный должен создать семью. Есть карьера, значит, будешь жить. Нет карьеры, но есть семья, дети есть, продолжение. Хорошо, живи. Но если и того, и этого нет, как правило, человека забирает, ну, до 48 лет. Почему 40 лет не празднует? Потому что это некий такой итог твоей жизни. Что ты сделал? Родил ребенка, создал себе имя, карьеру, кем-то стал, что-то в этой жизни выполняешь. Все сделал, замечательно. Но некоторые скажут, ну, я знаю людей, у которых и семья, и карьера, они рано ушли. Ну, значит, они уже сделали достаточно, и их забрали. Сказали, все, хватит, вот этого хватит. Больше не надо. Ты вот столько должен был сделать. Понимаете? Я пришла в этот мир, а уже заранее есть имена всех тех тысяч или сотни тысяч или больше людей, которые ко мне должны прийти. И они ко мне придут. Иногда судьба меняется под влиянием чего-то. Если в роду человек пошел против своего предназначения и сделал то, для чего он не пришел в этот мир, то судьба его рода, его в том числе меняется. Ну, об этом я говорила. Кстати, можете открыть, там «Люди-палачи» посмотреть. Там, по-моему, так я назвала. Люди, которые пришли в этот мир, чтобы решать определенные вопросы. Если человек должен быть преступником, да, авторитетом преступным, ладно, так скажем, и он начинает внезапно храмы строить, не знаю, что-то там, чуть ли не святым становится, то рано или поздно его уберут или что-то у него в жизни случится. Потому что его функции не входит быть святым. Он пришел быть преступником, он должен таким быть, он должен соответствовать вот этому, этой миссии. Хочет он этого или нет, ну вот он обязан. Одним словом, на сегодня, наверное, достаточно. В ближайшее время еще сниму. Тут у меня еще целая стопка вопросов, распечатала Яна. И постараюсь подробно объяснять все те вопросы, которые вы задаете, чтобы у вас в голове сложился весь пазл, одним словом. Всем удачи и всех благ.